Всем привет, меня зовут Роман, и нас попросили повторить вот это вот. Можем повторить, собственно, что мы и сделали. Запрос звучал буквально из клиентской RTX 3080, с которой у нас, спойлер, были определенные вопросы, но это об этом позже, и клиентского же Thermaltake H900 повторить поэтому. И самое время начать. Собственно, чтобы повторить этот билд, надо сначала разобраться, что там стояло изначально. Изначально там стояло совершенно другое железо, начиная от компонентов кастомной системы жидкостного охлаждения, заканчивая материнской платой, процессором, памятью, да даже вентиляторы стояли другие. Ну и стоит ли говорить, что там на картинке видеокарты две, а не одна, как у нас. Хорошо, что есть несколько фотографий этого шоу-билда, для того, чтобы я мог оценить, как конкретно он исполнен. Ну и, соответственно, мне нужно сделать его так, чтобы он выглядел похоже, с учетом отличающегося железа, и при этом работал нормально. Потому что, у шоу-кейсов бывают, скажем, с этим вопросики. Ладно, термалтейковский билд на коробке — это именно рабочая модель, слава тебе Господи. И от нее можно отталкиваться. Окей, выбираем железо. 5950X, просто почему бы и нет. Материнская плата, первую плату, которую я сюда заказал, была B550, но я проворонил, что у нас на корпусе два USB 3.0 коннектора, а на плате у меня только один. Хорошо, заказал X570 плату, заменил, никаких вопросов, два коннектора, два угловых переходника, кабель лег, с кабелем все замечательно. Штатная видеокарта клиента, которую он купил где-то еще. RTX 3080. Не TI, не 3090, Founders Edition. Ну и к ней можно было купить только один съемник. Ну и других вариантов у меня не было. Водоблок на видик был только один в продаже на такую карту. И окей. Хотя с видиком на самом деле мы здесь очень много времени потратили. И по сути мы могли сделать этот билд за неделю. Ладно, не считая того момента, где я прокололся, считая количество фитингов, которые мне нужны, и трубы, ладно, за две. В общем, мы купили шкабеля на нее, для того, чтобы родной разъем с родного переходника удлинить, то есть сделать все красиво на родной фишке. Подпаяться к ней на моддинговые кабеля, и чтобы все было красиво. Конечно, с этим у нас возникли вопросики. Во-первых, переходник, который мы спаяли, казалось, что провода от First Player медненка, и это привело к тому, что у нас видик от этого переходника готового не работал. Пришлось заказывать целый новый кабель, потому что ждать чисто фишку, чтобы сделать кабель самостоятельно, было дольше. Вот этот 12-пиновый разъем, мертворожденный на видеокарте NVIDIA, заставил нас 2,5 или 3 недели сражаться с видеокартой, чтобы понять, почему она не работает. Да? После, сборки уже в контуре, и как это исправить. А по сути, проблема была просто в проводах, которые на нее приходили. Потому что мы из двух переходников делали один красивый, и из-за того, что там провода медненка оказались в переходниках First Player, вот этих черно-зелененьких, мы попали в просак. Если для материнской платы, для процессорного питания это не так важно, то для видеокарты оказалось критично. И мы с этим воевали даже не 3, наверное, 4 недели. Собираем все это дело вместе. Как мы там воевали с видиком, это все, конечно, очень интересно. Но собираем все это вместе. В принципе, никаких проблем по сборке не возникает. Кроме того, что нужно, конечно, правильно организовать охлаждение в корпусе. H900 огромный корпус. Кодовое название, кстати, у этого проекта 3D принтер, если что. За счет его формы. И для того, чтобы в этом 3D принтере, в его отсеке под блок питания и радиаторы организовать охлаждение, нужно понимать, как он устроен. А устроен он довольно просто. И охлаждение здесь организовать можно ровно двумя путями. Либо это продув слева направо, либо справа налево. Причем вы должны продувать его от холодного радиатора к горячему, иначе это немножко не будет работать.
Ну, не дуть же холодный радиатор горячим воздухом. Либо выдуваем воздух от обоих радиаторов за пределы корпуса. У нас был опыт сборки H900. И в целом, если вдувать воздух внутрь, то его оттуда практически невозможно удалить. По сути, на расход там 3 вентилятора, а на вдох получается 8. А учитывая, что у нас радиаторы одеты с двух сторон в фаны, то 16. Ну и, соответственно, изнутри теплый воздух не уходит. Подогревает блок питания, попадает в основной объем и греет все подряд. Поэтому горячий воздух мы сразу убираем из корпуса. Запомните об этом. Соответственно, берем мы воздух откуда? Сверху, через один вентилятор. Сзади, еще через 2 вентилятора. Ну и из основного объема, с которым он на самом деле сообщается. То есть там довольно много места, откуда поступает воздух из основного объема. То есть с питанием воздуха у системы особых проблем нет. Ну и 2 радиатора на 480 миллиметров, то есть 4 на 120 вентиляторы и толщиной 60 миллиметров. То есть 480 на 62 радиатора, один для видеокарты, один контур, и второй контур, один радиатор для процессора. Можно было сделать все это в одном контуре, и в принципе с таким радиаторным бюджетом работало бы все прекрасно. Может быть даже лучше, чем так. Но у нас бело-зеленый билд. То есть у нас 2 контура, 2 жидкости, ну и соответственно 2 радиатора. Что самое интересное, их сзади выводы от систем пришлось перекрестить для того, чтобы каждый ушел в правильный радиатор. Ну, то есть крест-накрест соединить. Потому что снаружи нужно было сделать как на картинке. А на картинке у нас никаких перекрещиваний. Нет. У нас четко левый контур, четко правый контур. Ну и строго прямые углы и вот это вот все. Ну и соответственно, как бы основные проблемы-то по большому счету здесь. Это большое количество вентиляторов и целых 3, получается, контроллера на них, которые заведены в один, которые питаются от блока питания, ну и, соответственно, управляются через процессорный контроллер. 2 дополнительных вентилятора, которые отличаются по своим параметрам, они должны быть заведены отдельно, не заведены отдельно. Экран, который просто экран на самом деле под AIDA мониторинг, так скажем. Ну и ничего сверхъестественного в этом нет. То есть обычная память Crucial, Ballistix U4, 2 модуля по 16 гигабайт. Ну и в целом все абсолютно стандартно в данном варианте. Просто соединить, просто залить жидкость, просто все правильно подключить по большому счету. Ну, мы еще немножко ленты сюда добавили. Там в передних 2 стойках на материнскую плату светят 2 ленты вот от низу до верху. RGB ленты на всякий случай, и они светят внутрь. Если заморочиться еще чуть сильнее, можно было даже сделать, ну, подсветку пополам разделить через корпус, но тогда пришлось бы курочить родную подсветку на экране, и там еще немножко извращаться, потому что вот этот вентилятор снизу, его поделить нормально бы не получилось. То есть нужно было бы либо его убирать, либо сделать с ним что-то другое. Ну а так, все вот как вы видите на экране. То есть довольно простой билд на самом-то деле. Если бы не подстава с кабелем от First Player, то в целом у нас все было бы хорошо. Мы по итогу-то кастомный кабель заказали, потому что у нас фишки нету 12-пиновой. Ну и в целом, как оказалось, кроме кабеля, никаких проблем с ним не было изначально. А мы потратили 4 недели для того, чтобы с ней разобраться. Просто потому, что такой кабель даже отдельно не купить. И получилось, что получилось. Ну, главное, что клиент остался доволен. Хотя и, конечно, слишком долго ждал. Вот такой вот он, наш проект. 3D принтер с кодовым, как говорится, названием. Надеюсь, вам нравится. Потому что мне, несмотря на то количество усилий, которые я вложил, он нравится на самом-то деле. Он классный.
Ну а получилось у нас повторить или нет, смотрите сами, как говорится, с вычетом всех условий, которые у нас были. Ну на этом все. Всем пока и помните, Е2 Бай, только лучшее.